Всем привет, дорогие друзья! Сегодня, как и в прошлые выходные, мы с семьей поехали в спа, попариться, поплавать, вот, расслабиться. И после этого уже такая, как бы сказать, маленькая традиция куда-то пойти погулять. И мы зашли в такое место, в мини-парк с замком, с мини-дворцом, может быть, с замком. Я его когда-то вам показывала уже летом, но сейчас можно все лучше рассмотреть, потому что нету кустов деревьев и будет более все наглядно. Поэтому, друзья, присоединяйтесь ко мне. Я сама думаю, что будет очень интересно, поскольку такие места всегда полны какой-то позитивной энергии. К тому же весна, хотя не так уже тепло, как было неделю назад, но все равно появляется солнце, нет мороза, и природа пробуждается, и вместе с ней пробуждаемся мы и наш позитив. Итак, поехали. Сейчас подъезд к бассейну на парковку очень утруднен, потому что, посмотрите, идет ремонт дороги. Я вам немножко поснимаю. Слава богу, что на парковку бассейна можно подъехать и припарковаться. А вот дальше, видите, уже вот такая история. Здесь находится школа местная. Вот, не знаю, как родители подвозят сюда детей сейчас. А здесь вот такой ремонт. И я вижу, что один бордюрчик сделан из гранита, и не могу понять, почему из гранита. Вроде бы он будет спрятан или не знаю. Мне кажется, что его не будет видно. Посмотрим, как будет уже, когда дорогу отремонтируют. Но если кто-то знает, то подскажите. Вот мы заходим в мини-парк, который соседствует с этой усадьбой, можно сказать. Но усадьба выглядит как такой мини-дворец. И я не то что скажу, что точно знаю, но по ограждению, которое мы с вами проходили, это парк, который принадлежал хозяевам этой усадьбы. Здесь всегда очень много ворон, и они всегда очень громко между собой перекрикиваются. Так что посидеть в тишине здесь не удастся. Видно здесь их такой пункт, потому что я еще нигде не видела, чтобы было столько ворон в одном месте. Парк такой вроде бы небольшой, но приятный. Видно, это было как бы такой участок для жителей поместья, куда они могли пройти, где они могли пройтись, посидеть. И очень классно, что деревья не срубили и это все не уничтожили. Вот мы с вами подошли ближе к усадьбе, к этому мини-дворцу. Видите, архитектура такая довольно-таки интересная, можно сказать, в стиле таким более таком готическом. Вот, как на такой провинциальный дом, очень даже ничего. Но почему-то огражден теперь со всех сторон, входа нету. Вижу, окна поменяли, какой-то там ремонтик был. Но очень жаль, я уже говорила, мне очень жаль, что такое место пустует. И даже если был ремонт, оно теперь, как бы сказать, если дом не отапливаешь и в нем ничего не происходит, он все равно приходит в упадок. А жаль, чтобы такое место стояло неиспользованным. Интересно, как там все выглядит внутри. И за этим дворцом есть улочка, куда мы всегда сворачиваем. И здесь обычно мы видели 2-3 яхты. Здесь вот такой вот дом. Я думаю, что в прошлом он составлял часть этого всего поместья. Наверное, вот здесь, видите, в таком соседстве очень близком, значит, оно все было в одном комплексе. И видно вот это всю такую архитектуру еще с прошлых лет, но оно уже все такое, знаете, подупавшее. Зайду сейчас вот в этот двор, если можно его так назвать, покажу вам, что сейчас здесь. Ну, как видите, это просто, я даже не знаю, как это назвать. Даже если бы я была одна сегодня, мне бы было страшновато сюда зайти. Но так как я не одна, я сюда зайду и вам поснимаю, потому что вижу, что здесь находятся дома такие уже с прошлого столетия, чтобы показать вам, какие строили в Польше также
маленькие дома, как это все выглядело. Вот, вижу здесь во дворе тоже яхты, лодки. Кто-то, видно, этим занимается здесь, я не знаю, не профессионально, или, может, это, не знаю, здесь ставят их или ремонтируют, не могу вам сказать. Но покажу вам вот эти, как сказать, технические постройки, которые здесь во дворе. Это уже как такой мини-скансен. Все оно такое облезшее, старое, потрепанное, но дает представление о том, как шла жизнь в этом регионе в прошлом веке. Вот такие деревянные дома, это какие-то ангары, какие-то технические помещения. Я думаю, что в таком никто не жил. А далее, видите, вот какие-то такие тоже склады, помещения. Я думаю, что здесь хранили уголь. Посмотрите, здесь опять лодки. В одной части уже даже нету крыши, в других она уже как бы проваливается. Я думаю, что в этих сарайчиках хранили уголь и какой-то вот такой инвентарь, потому что обычно люди топили углем. Уже цветет форзиция, у меня еще не цветет, надо присмотреться. Вот так пройдусь по этому дворику. Ну, все в тотальном таком упадке, можно сказать. Вот еще один такой домик. Там еще есть один, но я, наверное, туда с этой стороны не буду заходить. Там вижу какой-то есть еще. О, смотрите, стульчик такой старенький, лавочка. Там какой-то подъемный кран для лодок есть. Я не хочу туда соваться. Вот этот еще один дом, там, наверное, какой-то склад. Но я подойду к нему с другой стороны и попробую вам его также показать. Даже немножко побаивалась, не прогонит ли меня кто-то здесь отсюда, во что я здесь так в себе гуляю. Вот сейчас выйду, покажу вам этот дом с другой стороны. Вот еще одна яхта, лодка. Не знаю, как назвать. Видите, все стоит на специальных таких подпорках, подставках, прикрыто на зиму. То есть кто-то занимается этим всерьез. Вот этот дом. Видите, с другой стороны. Старенький, дряхленький, но еще стоит. Значит, там внутри они держат какой-то свой инвентарь. Дом довольно-таки, видите, обширный. Если это ангар какой-то внутри, то есть место что-то поставить. А сейчас можно рассмотреть двор поместья, потому что летом, когда здесь такая буйная зелень, то не особо видно этот участок. А сейчас все одни ветки, нету зелени, и можно посмотреть, какой здесь двор с другой стороны. Довольно-таки большой, и там также есть технические какие-то помещения. Я думаю, что раньше вот это все, не только этот двор, который за забором, а также эти деревья, которые здесь сзади, все принадлежало к этой усадьбе. Вот, видите, даже здесь какой-то такой, не знаю, погреб, не погреб, но какое-то такое также помещение находится. Жалко, что не могу найти информации более подробной о том, что здесь было раньше. А по другой стороне улицы находится вот такой дом, уже каменный, тоже в таком трагическом состоянии, видно, его будут сносить. И хочу вам также показать пример, как строили и вообще вот что можно увидеть также невооруженным глазом на улице. Сейчас подойдем ближе. Интересно, живет здесь кто-то или нет. Но мне кажется, что, судя по тому, как это все выглядит, то нет. Видите, здесь околодец, он также закрыт на замок. Вот, прикрыт. Здесь видно, не знаю, было ли дом или техническое помещение. Думаю, все-таки кто-то там жил, потому что какие-то такие... что-то показывает на то, что здесь все-таки кто-то жил в этом домике. Вот. А здесь сбоку еще один. Видите? Окна поменены. Вот очень странно, потому что поменяли окна. Вот. А дальше уже не пошли. Также есть, вижу, электричество подведено.
Вот здесь стоит специальное такое, как сказать, счетчики на электричество, а дом уже не используют. Видите, с этой стороны тоже окна поменяли. Ну, вот такого типа дома в прошлом веке деревянные строили. А дальше здесь находится костел. Но сегодня уже нету времени туда заходить, чтобы вам поснимать. Может, мы еще куда-то сюда приедем, и я зайду, будет теплее, я зайду, вам поснимаю этот костел. Вроде бы погода уже поправилась, видите, небо голубое, но ветер все-таки такой прохладный, а мы после бассейна и, наверное, и сейчас будем собираться домой. Поэтому спасибо вам, друзья мои, за просмотр. Поддержите меня пальчиком вверх, пишите комментарии, подписывайтесь и обязательно заходите. А мы едем домой на чай с печеньем.